В американских вестернах холёные красавцы-ковбои ведут борьбу с немытыми индейцами, забирая их диковатых девиц. Но если коснуться реальной жизни, то все было с точностью до наоборот. Женщины в индейских племенах жили так, что современные девушки сильно позавидуют. Я расскажу про то, как они насиловали мужчин, про дикие семейные традиции, удивительную чистоплотность и военные навыки. А в конце узнаете, что стало с миллионами индейских женщин и чем они вынуждены заниматься сейчас. И в самом деле, если посмотреть на индейскую культуру в разрезе современного общества, то у меня возникает искреннее изумление, ведь голливудские фильмы целиком и полностью построены на лжи. В то время, когда женщины в Европе лишены были многих прав, в племенах индейцев они занимали ключевую роль. Например, отцы-основатели США, Франклин и Джефферсон, восхищались общественной структурой иракезов и черпали оттуда принципы для создания демократической системы современной Америки. В союзе иракезских племен женщины занимались важными аспектами общественной жизни. Они рулили обрядами, религией и организационными процессами, в то время как мужчины выполняли лишь социальные функции. Даже выбор вождя мужчины происходил благодаря решению женского совета, который также мог и лишить его звания. Таким образом, роль женщины в индейских племенах была глубоко уважаемой и значимой, даже в сексуальном плане. Например, у племени Кагаба существовала интересная традиция, из-за которой мужчины испытывали панический страх перед женщинами. Обряд посвящения юношей в мужчины в этом племени выглядел странно и жутко. Юношам приходилось провести ночь с самой старшей женщиной в племени. И да, та должна была остаться довольной, иначе парень оставался на переэкзаменовку. Более того, в индейских общинах инициатива в супружеских отношениях зачастую исходила от женщины, а не от мужчины. Бывали случаи, когда измученные вниманием девушек индейцы бежали в джунгли и прятались в специально оборудованных укрытиях. Когда количество беглецов достигало нескольких человек, женщины организовывали специальные поисковые экспедиции, чтобы найти мужчин и вернуть их в племя, чтобы они продолжили выполнять свои супружеские обязанности. Зверская жестокость. Кстати, если говорить про войну между племенами и против захватчиков во время покорения Дикого Запада, то там активно участвовали не только мужчины, но и женщины из различных индейских племен, таких как Омахи, Шайены, Понки, Сиу и многие другие. И это были не просто испуганные девчонки, привлекаемые к боевым действиям, а настоящие воительницы, которые владели оружием не хуже своих мужей и братьев. Например, техасские рейнджеры вступали в стычки с команчами и, согласно их отчетам, убивали женщин так же, как мужчин, ведь они считали, что женщины представляли даже большую опасность, чем мужчины. Более того, девушки никогда не сдавались в плен, всегда старались ударить из-под тишка и боролись до последнего. Захватывающая легенда о женщине по имени Тропа Бизонихи из племени Шайенов стала частью истории битвы при Литл Бигхорн в 1876 году. Говорят, именно она сбросила с седла Джорджа Кастера, командира американцев в том сражении, которое стало наиболее значимой военной победой индейцев над захватчиками. Капитан Роберт Кастер, участвовавший в военных действиях против Команчи в начале 1870-х годов, в одном из своих писем описывал индианку, с которой пришлось столкнуться. Она сражается со всей силой своей дикой природы и отчаянием, словно тигрица, используя лук и револьвер, стреляя из них совершенно мастерски. Это лишь подтверждает, что женщины обладали невероятным мужеством, а также боевыми навыками. Поистине, ни один гендерный шовинист не смог бы подвергнуть такую женщину критике и указать ей на ее место на кухне. Да и семейный уклад у них был очень нестандартным для тех времен. Индейские племена в большинстве своем практиковали моногамию,
но также допускали полигамию, когда мужчина мог содержать несколько жен при условии обеспечения их материального комфорта и закрытия интимных потребностей каждой. Интересно, что если первая жена устраивала мужчину настолько, что он был полностью счастлив, он мог попросить свою родную сестру стать второй женой, даже без согласия первой. Ну а что тут такого, ведь это сестра же. Такие практики считались нормальными и имели отражение в индийских легендах и преданиях. Одна из легенд гласила о двух сестрах, которые жили одни. Первый мужчина, которого они увидели, спустился с небес и научил их всему, связанному с сельским хозяйством и кулинарией, поэтому теперь у каждого индейца может быть две жены. Интересен и способ, которым индейцы решали проблему недостатка мужчин и регулировали рождаемость. Женщина могла быть временной женой, если она была не первой. Такой статус сохранялся, пока она не находила себе супруга. Эти традиции позволяли женщинам избежать статуса старой девы и не оставаться без потомства, что в те времена было принято всеми членами племени. Отношение к браку в индейском обществе было практичным и похожим на современное. Молодые люди могли жить вместе, и если отношения не устраивали кого-то из пары, то брак прерывали. Таким образом, можно сказать, что индейцы опередили свое время во многих отношениях, ведь традиции гражданского брака появились в цивилизованном обществе только во второй половине 20 века. Одним из примеров очень трепетного отношения к женщине у индейцев служит тактика европейских колонизаторов. Колонизаторы осознавали, что в индейских племенах женщины пользуются высоким уважением и поэтому часто захватывали их в плен, чтобы заставить индейцев прекратить войну и сотрудничать с ними. Например, в 1868 году полк Джорджа Кастера взял в плен около полусотни женщин племени Шайена. Для их освобождения индейцы согласились покинуть территорию и отправиться в резервацию. Племя Сиу, в свою очередь, высказывало особое отношение к женщине. «Мы верим, что женщина гораздо ближе к Богу, чем может быть мужчина. Женщины, рождающие жизнь, создают ее. Они более святые и духовные, чем мужчины. Они важнее». Следует отметить, что даже право на развод предоставлялось не мужчинам, а женщинам. Например, если мужчина вернулся с охоты, а его вещи были перед дверью хижины, это означало, что его жена решила его выгнать. Интересно, что мужчина не имел права возмущаться и был обязан собраться и вернуться к матери в хижину. У некоторых индейских племен считалось обязательным проживание мужа не менее 2 лет в хижине с тещей. Мужчина также нес ответственность за обеспечение нормальных родов, а женщина должна была рожать не реже, чем раз в 4 года. Если же следующий ребенок появлялся спустя 4 года или более, это могло вызвать недовольство остальных членов племени, и другие женщины старались выяснить, в чем же проблема. Ну и давайте поговорим про самое большое заблуждение, которое касается индейских девушек, да и племен в целом. На Диком Западе не они были немытыми дикарями, а как раз пилигримы. Колонизаторы даже свой зад не подтирали. Однако важно помнить о том, что у людей той эпохи было совершенно иное мировоззрение. Абсолютное большинство из пилигримов не совершали никаких гигиенических процедур, и это считалось нормой. В то время вода не ассоциировалась с понятием чистоты, а сам термин «чистота» связывался исключительно с одеждой. Таким образом, человек в аккуратном наряде считался абсолютно чистоплотным. Неприятные запахи, исходящие от тела, просто не привлекали внимания первых колонистов. Ковбой должен был пахнуть навозом и лошадью. Блохи и вши тоже считались абсолютной нормой. Понятие чистоты в 1620-х годах также было пропитано глубокой религиозной составляющей. Многие святые намеренно подвергали себя страданиям на земле, создавая незаживающие раны и не соблюдая гигиенические нормы. Зато американские индейцы, любившие купаться в водоемах, выглядели дикарями в глазах европейцев, поскольку стоящая под водопадом группа индейцев казалась колонистам аморальной и безнравственной. В
В то время как индейцы видели связь между водой и чистотой, колонисты видели лишь отклонение от средневековых традиций и богохульства, не говоря уже про ритуал по вытиранию грязного зада, когда эти дикари еще и подмывались. Изумительно, но американские европейцы стали принимать ванну в реках, озерах и океане только в конце XVIII века. А теперь наоборот, кичатся своей чистоплотностью и аккуратностью в фильмах. Еще хотелось бы заострить внимание, что даже на фоне своей воинственности и бескомпромиссности индейские женщины оставались женщинами, красивыми и ухоженными, без мужской неотесанности. Снимки, сделанные на рубеже XIX и XX веков, наглядно демонстрируют их великолепную национальную одежду и страсть к украшениям. Это я не говорю еще про идеальную осанку и озорной взгляд. В культуре многих племен женщины предпочитали носить рубахи, украшенные бахромой, вышивкой, узорами из бисера, ракушками и перьями, а также юбки-платья, подчеркивающие их изящество. Вместе с мужчинами они демонстрировали богатство аксессуаров. Серьги, ожерелья, кольца, браслеты и прочие украшения, каждая из которых было особым символом истории и культуры своего племени. Даже на текущий момент многие элементы заимствуются модными домами. Это я не говорю про всевозможные украшения тела, вроде пирсинга, колец и чокеров. Если важно упомянуть и про уходовые средства, девушки индейских племен часто пользовались природной косметикой, всевозможными увлажняющими маслами, красками для волос и самодельными шампунями. Некоторые рецепты до сих пор используются в современной косметике. Но не все у индейских женщин было так прогрессивно и идеально. Существовали и несколько странные обычаи и предубеждения. Например, во время своих особых дней женщина становится нечистой и не имеет права находиться рядом с мужчинами, особенно во время еды. Существует легенда о индейце по имени Уисака, который избил свою бабушку перед приемом пищи и запретил ей есть, объясняя это ее нечистотой. Более того, женщинам запрещалось скрывать свои месячные, так как, по мнению индейцев, если нечистая женщина принимает пищу вместе с остальными, это может привести к гневу богов и может сократить жизнь всех членов семьи. Важно отметить, что в большей степени заботливые и трепетные отношения к женщинам были характерны только для оседлых племен индейцев. У кочевых индейцев образ жизни предполагал более презрительное и даже жестокое отношение к своим женщинам. Несмотря на право участия в выборах вождя, женщины в индейских кочевых племенах часто воспринимались как имущество. Они несли на себе все домашние обязанности, заботились о детях и своем супруге. Как знакомо, да? В некоторых общинах женщины пожилого возраста рассматривались как обременение и получали даже меньше пищи, чем другие члены племени. Никаких любовных утех для старушек, как в оседлых племенах, тут не предполагалось. Даже вопрос кормления таких женщин выглядел как излишняя нагрузка, так как они не могли внести вклад в племя помимо своего бесполезного присутствия. Еще одним противоречием было стремление к увеличению численности племени, с одной стороны, и использование активных методов контроля рождаемости с другой. Индейцы многих племен применяли различные травяные настои и магические обряды для предотвращения зачатия. Они часто прибегали к прерыванию, особенно в периоды, когда охота была не способна прокормить все племя, и появление новых голодных ртов могло ухудшить обстановку. Именно из-за такого отношения женщины оседлых племен так отчаянно сражались во время конфликтов, не имея никакого желания менять свой привычный образ жизни. При появлении колонистов начались существенные изменения в отношении к женщинам в самих индейских общинах. Мужчины, стремясь получить льготы или материальные привилегии у новой власти, начали практиковать продажу женщин и девушек своего племени или сдачу их в аренду, не учитывая их мнение и желания. Хотя практика аренды женщин у индейцев воспринималась как установление дружеских отношений и поначалу казалась чем-то чрезмерным. Это как трубка мира, только женщина.
Индейцы рассматривали рождение ребенка от белого человека как залог установления взаимовыгодного сотрудничества и гарантию безопасности племени. Некоторые племена, такие как Кри, даже выделяли девушек для аренды белым колонистам. Интересно, что многие колонисты заключали браки с индианками. Этот парадокс заключался в том, что мнение девушек не учитывалось, но благодаря этим бракам устанавливались дипломатические отношения колонистов с племенами. Некоторые утверждали, что без участия женщин-индианок было практически невозможно решить какие-либо вопросы с племенами. Видимо, мужчины, уставшие от матриархата и войны, с удовольствием избавились сразу от двух проблем. Индейские племена, которых некогда было более 2200, в настоящее время сократились до примерно 550. Они проживают главным образом в резервациях на территории США, в основном на западе страны. Некоторые из резерваций расположены на севере и в центре страны, но их немного на восточном побережье США. Среди самых крупных и наиболее известных племен сегодня можно выделить чероки, численность которых составляет более 330 тысяч человек, а также навахо, где проживает около 220 тысяч индейцев. Есть также другие относительно крупные племена, такие как Сиу и Чипева, численность которых немного больше 100 тысяч каждая, но не все из существующих племен имеют официальное признание. За последние десятилетия Бюро по связям с индейцами рассмотрело более 150 петиций, однако официальное признание было предоставлено только нескольким племенам. Получив признание, племена обретают статус суверенных наций, что дает им определенные права, включая управление своими территориями, налогообложение и установление собственных законов. Поэтому и признавать их никто не торопится. Но даже в резервациях, где племена обладают суверенитетом, есть проблемы. Многие индейцы оказываются безработными, доход семей низкий, а условия жизни плохие. Отсутствие электричества и образования, высокие цены на продукты из-за неплодородных земель. Это приводит к пристрастиям к алкоголю, диабету, ожирению и высокой смертности среди индейцев. Большинство молодых девушек вынуждены переезжать в города, либо работать в игорном бизнесе, который стал основным источником дохода для многих племен в резервациях, учитывая отсутствие налоговых ограничений на создание казино на их территории. Есть, конечно, девушки, которые зарабатывают на рукоделии, этнических поделках и чтят традиции своих предков, но в целом молодежи становится все меньше и меньше. Большинство представителей индейских племен предпочитают жить вне резерваций, ведя борьбу с бедностью и приезжая назад только чтобы навестить родню. Грустно, что столь самобытная и интересная культура с каждым годом уходит в небытие. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, и до встречи в следующих роликах. Пока!